Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 9-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск порадовал газоанализатором, который позволил закрыть квест Санэпиднадзор, часть 2 для терапевта, затем нашел недостающий Морфи по квесту Painkiller и закрыл квест Движуха от лыжника с убийством 3 ЧВК с пистолета. Выпуск поддержали финансово Ник, Донатик, Двоемер, Антоха, Сеньор Буча, Бёрдай, Металлург и Мехвод. Большое человеческое спасибо за вашу поддержку и теплые пожелания. Дай вам бог здоровья крепкого. Привет, Москва! Пилигрим любой ценой звучит как вызов. Выксунским металлургам большой привет. Всем приятного просмотра. В общем, смотрите, что у меня получилось сделать за кадром. Во-первых, я смог достигнуть 2-го уровня лояльности у миротворца за счет того, что мне, оказывается, нужно было наторговать с ним всего 11 800 долларов. Те доллары, которые у меня были, я тратил на покупку на 1-м уровне какого-нибудь оружия, например, береты я покупал и тут же их продавал прапору за рубли. Ну и потом, в общем, за эти рубли покупал у него снова доллары, и это все шло вот сюда, в эту копилку. Теперь у меня 2-й уровень этого товарища. Во-первых, я смог купить себе глушитель для квеста «Оружейник». Мне его не хватало в прошлом выпуске. Это квест, глушитель SD-шный. Вот такая штука мне нужна была. Плюс на нее нужен был переходничок, который тоже продается у миротворца. И теперь я могу закрыть квест «Оружейник». Сегодняшний выпуск мы начинаем с того, что закрываем «Оружейник» часть 3 для механика с модификацией МП5. Также выдает «Оружейник» часть 4. Здесь необходимо модифицировать М4А1. Здесь нужен будет большой магазин на 60 патронов. Пока у меня, если не ошибаюсь, нет на складе. Но ничего, это дело наживное. Если не сделаем сегодня, то рано или поздно мы его все равно закроем. И есть дейли квест как раз таки для егеря с нахождением и передачей предметов. Это всего-навсего 2 батарейки типа А. Но здесь, к сожалению, нет никакой лояльности, только шина, рублей немножко и чуть-чуть опыта. И не забываем, что у нас есть недельный квест, 5 дней на выполнение, нам нужны шины для переломов обычные, 4 штуки и армейские бинты, которые на 2 использования, тоже 5 штук нужно будет с галкой. Что мы имеем по убежищу? Здесь тоже улучшения у нас немало, обогрев в первую очередь можем устанавливать и довольствоваться им. Вот так вот. Можем поставить себе медблок 2-го уровня, здесь, кстати, я не смогу ли варить случайно самые эти, которые у меня нет, шины я не могу, к сожалению, варить. Плюс водосборник можем устанавливать. Бам, теперь у нас доступно улучшение санузла. Ну и последнее, но не менее значимое улучшение, это, конечно, генератор. Первый тренировочный рейд разминочный. Мы пойдем сегодня за Дикого, пойдем на таможню для того, чтобы попытаться по недельному нашему квесту вынести шины, 4 штуки обычные, и армейские бинты. Будем надеяться, что в этом выпуске будет попроще мне выходить с локации, потому что в первых был просто атас, туши свет, бросай гранату. Или запускай группу спецназа из онлайн-шутера «Калибр». Врывайся в бой в роли одного из 60 спецназовцев. Они отличаются не только текстуркой, у каждого свои уникальные оружия и способность. Здесь для каждого найдется подходящий режим. ПВП с игроками, командное ПВЕ против ботов, настоящий хардкор в натиске. Ты даже можешь поучаствовать в турнире. В Калибре очень приятные ощущения от стрельбы. Я уверен, ты захочешь попробовать каждый ствол в деле. И все это на максимально проработанных картах с отличной графикой. При этом игру потянет даже слабый ПК или ноут. Игра постоянно обновляется, а разработчики лично следят за отзывами игроков и реализуют лучшие их предложения. Врывайся в Калибр прямо сейчас по ссылке в описании. О, как меня неплохо-то подспавнило. Берем сразу в медблок. Так, страдальница включена. Медблок, база... Ого, ничего себе, грызли целая. Это можно будет скомпоновать таким макаром. Вышел на открытую и такой смотрит, да, что там по настройкам. Молодец, Диса, молодец. Пофиг, без стеснения, это же Дикий. Пусть как может, так и выживает. Так, гемостатик. Солева. Не лутано, парни.
Это очень даже приятно. Так, тут бывает что-нибудь? Нет? Не помню. Ну, надо сразу идти наверх. Самые приятные вещи смотреть. Так, это что? Аугментин. Морфий заберем. Аугментин тоже можно было бы так-то забрать. Ё-моё, где мои бинтики-то? Где мои шины? Так. Шо морфий? Не густо, конечно. Но тут наверняка ЧВК на первых минутах... О, нифига себе, никто не лутал. Это все, прикинь. Папка с разведданными, 200 тысяч. Может, ну их нафиг эти? Самые шины. Может, папку с разведданными попробовать вынести? Блин, за ЧВК бы я, если бы их нашел, я бы сразу бы в подсумок запыхал. А так за дикого некуда совать. При себе придется таскать. Надо посмотреть, попробовать выйти с этим добром. Чем потом 200 тысяч тратить на покупку разведданных, да? КП диких, угол завода, перекресток. Перекресток, это интересно. Наверное, я на перекресток пойду. Тротил нашел. Ключик насосной станции заводской. Ну, не дурно. Не дурно. Третьей общаги. Бесполезный ключ. Практически. Можно было бы сходить на базу решалы. Посмотреть. Но у меня есть разведданные. Так. Ворона бы я забрал. Вот так. Что еще можно скинуть? Бинтик можно скинуть. Нафиг он нужен. Забрать может тоже. А куда мы его сможем? Вот сюда, например. А, мы его смотрели. Тут у нас что, поросята. Намана. Стрельба в той стороне. В общем, по пути на перекресток я смогу заглянуть еще в синюю сторожку. Если получится тут проскочить. Синие сторожки с медициной и с картотекой. Я думаю, их посмотреть можно будет, да и все, и чесать. Смело на выход. Опачки. Азимут. Давай заберем азимут. Вот так вот.
Кстати, сегодня звук микрофона должен быть поприятней. Меньше гораздо должно быть эхо. Потому что мне пришел штатив. Теперь у меня микрофон не стоит на 3 ноги. Новый уровень, мать его. Теперь у меня с поп-фильтром все как у взрослых. И микрофон за 1000 рублей, купленный на китайском сайте когда-то давным-давно. Очень даже ничего звучит. Что за звук был? Он мне не нравится. Без наушников непонятно ничего. Так. Я на месте, практически. Вообще что-то диких шаром покати нет нигде. Когда только начинали играть в Тарков, здесь диких столько лазило, что не протолкнуться было. А, это уже все лутано. Понял. А может быть, шину не взяли, кстати. Кому она там нужна? Шины имеете? А походу тут все вычистили напрочь. Чистоган. Ладно, понял. Прям в нулину. Сейчас мы тут гаражик еще попялимся. Пропанище. Блин, можно было бы забрать. А, да тут прям передо мной кто-то прошвырнулся. Е-мое. Так, пару ячеек нам необходимо. Тут что у нас заряжено? ПСки. Ладно, вот это мы тогда и выкинем. Ворона, сунды, аугументины. А, я в любом случае не смогу его забрать. У меня мешок маленький. Бог с ним. Вместо гризли можно взять. Что там, 600 единиц всего? Все, нормалек. О, ну и таймер уже красный. Немного времени дается дикому, но в принципе для таможни этого достаточно. Сходить на какие-то целевые точки, да? Интереса. Но таможня сама по себе небольшая. Что такое PSX? Возьмем, хоть и стрелять нам не с чего. На этом патроне открывай. Понял. Ну все, выходим тогда. Нормально, пойдет. В следующий раз за дикого пойду лучше в лес на МЧС схожу. Давай делать таможенные тогда дела. Нам нужен будет от 114 комнаты ключик общежития. Это он или что это такое? Да, это он. В общем, 48 тысяч за ключик. 206 комната от общежития. Нам нужна будет 6600. Что-то там. Ключ от офиса таможни. Вот этот нам ключик нужен. 10 тысяч он всего стоит. Я, наверное, даже тогда деньги с кошельком сюда положу, так как 206 ключ очень дешевый. Я его сюда оставлю. Даже если потеряю, то ничего страшного. Идем на таможню, пойдем за ЧВК. В 17 часов этого времени мне будет достаточно. 114 комната, 206 комната и офис таможни. Надо будет там посылку забрать. Было бы хорошо, если бы спавн был со стороны двухэтажного общежития, чтобы все попутно у меня было. Так уж сложилось, что мы... Ну, в принципе, почему бы и нет. Здесь тоже неплохой такой спаун, да? Сразу же тогда поднимаюсь. Прям в Тарконе меня заспаунило. Ну, зато забираем папку первой.
Да уж. Здорово. Аккумулятор. Во дела. Так, надо торопиться отсюда валить. Потому что засранцы уже близко. Эй, промахнулся. Флешки гляну, не торчат ли с компьютера. Нет, нету. Все, я пошел. Так, стреляли с другой стороны. Я тогда в эту сторону. И вперед в общежитие, что ли? Зря ты устал. Тут уставать такое себе. А, у меня же аккумулятор там. Не то пальто. А, посмотрим, может быть, здесь флеха будет. Намана. Да, начало рейда, конечно, активное. Очень даже активное. Там стрельба, тут стрельба за дикого. Вышел, вообще тишина была практически. Где-то время от времени что-то постреливали, взрывалось, а тут прям... Нормально так. Мне надо в сторону общежитий. Радует то, что стрельба где-то там. В стороне то ли медблока, то ли база решала. В двухэтажку с этой стороны тяжеловато будет мне заходить. Опачки. И он такой, опачки. Где-то в стороне общак как раз и стреляли. Тут, что ли, попробовать просочиться. Сила до 4 улучшилась. Неплохо. Прям в общагах прям джубошат. Ой, ё-моё. Какой недобрый этот выстрел был, а? Блин, только не говорите, что это стрельба в двухэтажке. Честно говоря, у меня есть предчувствие, что я там погибну в этой двухэтажке, и я зря туда иду. Но надо идти. Был бы выход где-то близко по пути, я бы вышел, по крайней мере, хотя бы с этой папкой, которую на заводе надо будет закладывать, да? Я бы попробовал с ней выйти. Но раз уж не по пути выход... Ой, ЧВК.
Ой, ай, косой. Где-то сел в куст. Все нормально, я все сделал неправильно. Так, а смогу ли я запрыгнуть? Ич, не могу. Я зря выносливость только потратил. Я ПРСТ тут занято уже. Так. И где же ты теперь сидишь? За любым углом может сидеть теперь. А у меня таблеток нет никаких? Нет. Лутанный ЧВК. А вот это, по-моему, свежий магаз, да? Ага. В той общаге они уже похожи. Так. Одна подзадача готова. Ай. Надо ногу пришивать. А он еще там с ППХой заряженный. Давай руку на место, наверное, тоже присобачим.
Блин, ну и как мне теперь на ПП-ку выходить-то, а? На такой дистанции беспонтовой. Только на удачу, если надеяться. Перебежал. Hello? Can we talk about this? Он с той стороны зашел уже. Hello? Мне вот эта штука нужна. Блин, а тут я никак не перебегу. Вот так можно сделать. Тихо. Он пошел меня внутри искать. Эх, у меня выносливость-то не восстанавливается, судя по всему. А нет, восстанавливается потихоньку. Окей. Значит, линяем отсюда. На общаге вышли те, которые стреляли. Трехэтажки. Расценивайте как хотите, но большого желания у меня там с ППшкой этой перестреливаться не было. Во-первых. Во-вторых, мне ЧВК абсолютно не нужны. Ну, а в-третьих, я все-таки сумел вынести все свои квестовые предметы с общаги. Так что теперь все, что мне нужно, это просто выйти с локации. На кону 2 квеста. Да и броня у меня, оказывается, 14 всего единиц. Оказывается, нифига себе. Вот так вот. За счет грызли будем лечиться, в общем. Пойду на крайний прям выход, который... на котором сидят обычно. Но который зато работает 100%. Вроде тишина. Да и в этой стороне, или я просто не обратил внимания, но я в этой стороне никаких выстрелов не слышал. Так что вполне возможно, что мы сейчас спокойно выйдем. А с этой стороны ребята выходили. Появлялись на локации, я имею в виду.
Винстон мне по квесту нужны будут. А это для души. Не буду больше ничего смотреть, хотя вот здесь можно полутаться. Но, скорее всего, те ребята, которые здесь заспавнились, они как раз просмотрели всю эту историю. Все, зашибись, я выхожу. Фу, напряженный рейд получился, однако, я вам скажу. Но все обошлось. 18 небольшим минут длился рейд, а у меня по ощущениям, как будто он час целый длился. Учитывая то, что там в этой общаге кошки-мышки начались какие-то нездоровые. Но в итоге мы получили то, что хотели. А значит, делали все правильно. Нашли спрятанную воду в 206-й комнате двухэтажки общаги на таможне и закрываем операцию «Водолей», часть 1. Забрали кейс с прибором на таможне, передаем его и закрываем провизор. С ума сойти, сколько она мне выдала квестов новых, ты просто посмотри. Операция «Водолей», часть 2. Убить 15 диких на таможне. Планы снабжения. Птичка нащебетала. А, это папка, которая в лесу во времянке находится. Ее можно будет сдать либо терапевту, либо лыжнику. Но я буду сдавать, скорее всего, ее лыжнику, чтобы просто лояльность получить. Сельпо, банки с тушеной говядиной. Маленькие банки. У меня из 15 необходимых имеется только 6 банок. Значит, будем либо варить, либо искать. Авторем квест, по которому я таскал эти аккумуляторы, есть у меня 2 из 4 аккумулятора и есть 3 из 8 свеч зажигания. Врачебная тайна, часть 1. Мне необходимо пометить 3 скорые помощи на локации берег маркерами. И медицинский журнал. Это на резерв надо будет идти, но там нужно будет 2 ключа, мне нужны будут 2 меджурнала, 1 и 2 на резерве. Также для прапора посылка из прошлого. Мы забрали эту самую посылку, но теперь ее необходимо на заводе во времянке на 2 этаже около ворот номер 3 заложить. А я что, страховку, получается, не забрал, что ли? Посмотрел на нее и все, и пошел мимо. Ну и награды за квесты для терапевта. Значит, идем за ЧВК на завод. Мурку застраховал, взял с собой таблетки на случай всякий, чтобы не ковылять там еле как, да, если вдруг ноги выбьют, а спокойно идти на выход. Моя задача сложная, непростая. Мне папку, которую я вынес с таможни, нужно заложить в очень активном месте. Ой, какой отвратительный спавн. Какой отвратительный спавн у меня. Может подождать чуть-чуть, пока они перебьют там друг друга? Блин, надо было на ночной завод все-таки идти, мне кажется. Или через низ пойдем? Блин, ствол еще длиннючий. Что-то я не подумал в этот момент. Ну что, неплохой день, господа. Угу. Блин, он здесь где-то рядом. Эй, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Вот спец.
Вон она, эта времяночка. Ого. Подзадача, мне еще выжить, выйти надо, ё-моё. Hello? Please don't shoot, I need to pass my task. Okay? Там еще один тип какой-то. На насосную прям залез, и возможно он там сейчас пасти будет меня. Страдальница сработала, возможно. Может быть, меня просто пропустили, потому что я попросил, чтобы меня пропустили. Неужели у меня получится с первого раза это выполнить? Фу, получилось выйти. Ура, статус выжил. Пацаны, я сделал этот квест. Просто сказка. С первой попытки у меня получилось на грани буквально вынести эту папку и буквально на грани заложить эту папку и выйти с завода. Посылка из прошлого, квест теперь в прошлом. По крайней мере, в этом вайпе. Гроза Таркова говорит. Ха! Теперь, говорит, нефтянка, надо идти на таможню и 4 прицепа цистерны с топливом метить маркерами, которые он мне, кстати, выдает, и это хорошо. Ну что, недельный квест сам себя не выполнит, а время тикает. Давай сходим за Дикого в лес, и в лесу попробуем сходить на МЧС, посмотреть там 4 шины, которые мне нужны, ну и плюс, может быть, тушенка попадется. Там не редкость маленькую тушенку найти. Вот это меня высадило. О, здорово. Вот это сюрприз. А где я? А, я понял, где я. Ё-моё, мне до МЧС как раком до Пекина. У меня по времени что там, 25 минут. Ай. Южный пост, ворота завода, у мертвеца, старое депо. Старое депо. Успею ли я вообще залутать это? Ну, если прямиком буду просто бежать, то вполне возможно, что я успею это все лутануть дело. Давай пофиг топанем, что помрем, так помрем. Этот фильтр мне, в принципе, пока не нужен. Нет у меня никакого фильтратора этого и вытяжки. Посмотрим, что из этого получится. Отлично, шины нет ни одной. Все лутано, есть аишка. Ну, шины-то вряд... О, здравствуйте. Ну, шины-то вряд ли кому нужны. Если только такой же бедолага, как я, которому необходимы эти по квесту шины. Новую мосинку бросили. Зря вы так. Что-то я аишку новую проигнорил, у меня же вообще медицины никакой. Ну, ищем дальше. О, свеча. Вперед. Все остальное смотреть не буду. Мне нужны чисто шины. Я сюда за шинами вышел. Шина? Нет. Мыло.
Бля, может все-таки Мосинка лучше будет. Ой, я же не хотел тут смотреть ничего. Ну, это продать. Как бы приятный бонус. Винстон, благодарю. Молот на 75 патронов. Ту-ту-ту-ту-ту. Беготни, конечно, будет. Будь здоров. Но ничего не поделаешь. Придется прошвырнуться. Наверное, я пойду к скале снайперской. Я на лесопилке возня. Я от снайперской скалы прям вдоль буду там спускаться. И как раз выйду на МЧС таким макаром. И помимо МЧС можно будет посмотреть, где самолет. Там не помню, появляются или нет шины, но там медицина спавнится. Вполне возможно, что там и шину можно будет найти. Так что погнали. Опа. Это что за товарищ? Похоже, что ЧВК какой-то. Дикие тут бегали, я что-то не припомню. Ну, либо челобот такой же, как я, возможно, да? Да, надо поторопиться, а то я так... До МЧС пока дойду, уже время выйдет все. И куда ты пошуршал? Интересно мне знать. Дикари. А, шину я, кстати, встречал обычную на палатке синей здесь. Что-то куда-то... Свои? Что-то куда-то делся тут товарищ. Ну и ладно. Главное, что тут свои ходят. Вот тут я шину встречал. Вот она, кстати, одна. Одна уже хорошо. О, батарейка. По дейли квесту еще одна. 2 батарейки в аккурат. Выход Южный пост. Так что смотрю самолет МЧС и на Южный... А хотя можно не на пост, а даже на депо старое. Там попутно пару тайничков мы попялимся. Так, я вижу слева 2. А нет, это не слева. Окей. Слева уже какой прогресс? Никакой. Вот тут тайник есть. Ну давай. Болты в цене. Болты и гайки, по-моему, на протяжении всего вайпа в адекватной цене. Это тот предмет, который можно почти всегда брать с собой. Как и сгущенка, в принципе. Однозначно ты ее продашь. За нормальную цену.
Опа, я ибупрофен нашел, что ли? О, хорошая штука. Нормально. По времени 16 минут. Ну, аккурат, мне хватит, чтобы посмотреть. И потом Ну, дикие как раз ходят тут, вообще нормально. Как раз из МЧС я посмотрю, здесь 2 тайника и... Ого. Что это он по кому? Пацаны, убейте его. Странный типчик там. Что тут происходит, на? Так. Опа. Обычный дикий стоит там на стреме. Ну давай, паси фишку. Паси, не профукай. Есть, тушеночка. Шина. Фантастика. Шила. Мыло. Набор для джентльмена. А жгут нам не интересен. Кола интересно. А кто там стрелял, интересно? И зачем? Вот эта штука нужна вроде как. Молочка бы дёхнуть по-хорошему. Давай вместо водички молочка накатим. Не пьянки ради, а здоровья для, как говорится. Ваше здоровье. Это вообще дикий. Ой, этот, ну, бот, в общем. Окей, френдли. Вроде дикие, ага. Дикие все кругом. А кто-то по кому-то куда-то стрелял зачем-то. Лутано все. Здесь ЧВК лутались, очевидно. Но мне нужен предмет, который, в принципе, не особо-то интересен ЧВК. А, тут уже... Так что шансы найти шины, сами видите, вполне адекватные. Ой-ой-ой, красиво-то как. Все, мне надо идти домой, постараться вынести это барахло. А уж одну шину где-нибудь, как-нибудь мы на протяжении 5 дней найдем, я считаю. Айда домой. Давай попробуем выйти. Слушай, а шина может быть наверху здесь, в этих самых... Ой, подожди, а еще же наверху есть эти ящики. Хотя там продовольствие и техснаб, кажется.
Кто это там шел? Дикий? Обычно дикий, скорее всего. Да, дикие трутся там. Да, так, быстренько, быстренько, шустренько все лутанули. Побежали мимо. Ну и мы побежим туда. Хотя нет, не побежим. Я толкнулся, и продуктовый. Базаришь. А, все, понял. Есть все-таки еще небольшой, конечно, но шанс имеется на то, чтобы найти сейчас шину по пути, потому что у меня впереди 2 тайника. А в тайниках, бывает, нет-нет, попадаются эти шины. Но даже те, которые я имею, если я вынесу, одна шина, это вообще капля в море. Найти ее абсолютно не проблема. Она даже совершенно случайно, скорее всего, может заспавниться у дикого где-нибудь в кармане. Смотрим. ТБшка и гайки. Ну, тоже что-то. Еще там слева можно будет тайничок глянуть. Но он на проходной тропинке, его чаще всего лутают. Ты да ладно, бог с ним. Пойду-ка я по добру, по здорову, просто напрямую на выход. Безо всяких изобретений велосипеда. Выход совсем близко, вот оно уже здание, в котором я выйти смогу. Плюс еще свечи я нашел. Свечи мне по авторему сейчас надо будет сдавать же. Все, я на выходе, господа. Айда рейд, айда дикий. Хорош, чертяка. Удачный денек сегодня выдался, я вам скажу. Особенно учитывая, что я сегодня папку эту с таможни вынес и заложил на заводе. Сельпо. Одну банку с тушенкой мы передаем терапевту. И по авторему мы передаем еще 2 свечи. В итоге нам остается 3 свечи и 2 аккумулятора. По недельному квесту нам 3 удалось найти шины. Осталась 1 шина. 1 шину находим и все. Ну и для егеря сегодня у меня квест Дейлик тоже закрывается. Я передаю ему 2 батарейки. Это прям вот 2 лежало как раз для этого квеста. Смотри, мне егерь за выполнение дейли квеста дает шину. Ну, значит, идем к терапевту, передаем эту шину. Все, остается только 5 армейских бинтов. 5 армейских бинтов мы можем позволить себе сварить в санузле, чем сейчас, в принципе, и займемся. 1 водка и 5 обычных бинтиков. Все, в убежище мы запускаем производство. 10 бинтов 5 себе оставим, 5 сдадим по недельному квесту. Через 16,5 минут будет готово. Плюс ко всему, сегодня я нашел еще и папку с разведданными и могу себе позволить купить план карта завода, этот предмет, и топографическая разведка или что-то в этом духе, в общем, эти бумаги. Теперь мы ставим разведцентр себе. Бам, разведцентр 1-го уровня установлен. Ставим 2-го уровня санузел, через 3 часа он будет готов. Ну и пока туда-сюда сварились, в общем, бинты. Забираем бинты, 10 штук 5 оставляем себе, 5 штук отдаем терапевту на выполнение недельного квеста. Все, отсыпаем 5 штук сюда и забираем кучу денег, кучу опыта и плюс лояльность еще. Вообще нормально. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры, отличного настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.